Дорогие мои, добрый день! А это я хочу вам показать удивительное чудо – настоящий лавр. Почему чудо? Да в наших широтах он просто не растет. Он вымерзнет на улице, а в домашних условиях, как видите, растет. И что это за семейка такая у меня образовалась? Во сколько стволов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, как минимум 6 или 7 стволиков для посадки. Ну, мы посмотрим, потому что я не знаю, насколько развилась корневая система. 3 веточки принесла мне моя подруга. У нее лавр растет дома. И, как видите, это выращено из черенков. Черенки я просто прикопала в землю. Они были с почками. Из почек пошли расти вот эти вот новые стволы будущего лаврового куста. Видите, лавровый куст дома. Лавр очень полезное растение. Во-первых, вы знаете, что лавр очищает кровь. Да. Если его заварить, лепестки лаврушки, обычную лаврушку можете даже сушеную взять, заварить, и буквально 2 лепестка на стакан воды и по полстакана этого настоя лавра вы можете принимать перед едой за полчаса до еды. Лаврушка будет очищать вашу кровь, очищает от холестериновых отложений. Кроме того, это антимикробное противовирусное средство очень хорошее, известное в народе, ребята. Поэтому, если у вас рядышком растет лавр, не теряйтесь, какой атеросклероз, какие бляшки сосудов. Не надо. Вот убийца всех атеросклеротических бляшек номер 1. Ну что ж, дорогие мои, надеюсь, я вас не очень сильно напугала этой историей. Ну а если говорить более романтичным языком, я познакомилась со своим будущим супругом в южных краях. Мы там жили в городе Душанбе. И однажды он пригласил меня к себе домой посмотреть, как цветет кактус. Он сказал, что это уникальное растение. Утром он зацвел, и, возможно, мы еще застанем его цветение. Но когда мы пришли вечером к нему в гости домой, родители уже пошли спать, а мы шумной компанией завалились. А пойдемте, как говорится, ребята, к Элис. А вдруг она не курит, а вдруг она не пьет. Ну, пришли. Вот. И, как оказалось, кактус уже отцвел. И на подоконнике валялся его увядший цветок. То есть красоты не получилось. Но я не была сильно огорчена, поскольку я не знала, какая это красота меня ждала. Ну, мой будущий сказал: у меня для тебя есть кое-что другое. Давай пойдем в сад. И мы вышли в сад, и прямо напротив крыльца рос огромный зеленый пышный куст 2,5 метра высотой. Я говорю: что это такое? Он протянул мне листик и говорит: не догадываешься? Я понюхала. Знакомый вкус острый. Это лавр. И он срезал веточку лавра, сделал из него веночек быстренько и надел мне на голову. Вы знаете, это сразило меня наповал. Не знаю, ни розы какие-то, ни пышные букеты, ни какие-то поездки на Канары в круиз. Наверное, это был знак из прошлой жизни. Это была карма. Ну, а как по-другому? По-другому не скажешь. Только карма и все тут. И вот с той поры мы стали парой, как сейчас говорят. И жили они долго и счастливы, и были у них дети, ну и т.д. и т.п. Но дальше уже неинтересно было. А самое интересное — это вот эти маленькие романтические кусочки истории.
Мы стоим на крыльце, перед нами южное звездное небо, усыпанное бриллиантами звезд. И на мне вот этот лавровый веночек и нежные глаза рядом. Если у вас было что-то подобное, пишите в комментариях. Я думаю, эти маленькие наши истории очень сильно утепляют нашу жизнь. Ну а мы давайте посмотрим, что же здесь выросло. Мне так не терпится. Да, кстати, если будете выращивать лавр черенком, наберитесь терпения, потому что это растение так просто не сдается. Оно будет у вас долго стоять. У меня почти год стояло на подоконнике безо всяких движений, и только потом пошло в рост. А до этого времени приходилось его и поливать, и смотреть, ну что ты там скоро, и в палящее солнце прикрывать его пакетиком, чтобы не пересох. Но он оказался стойкий товарищ, ребят, стойкий. Поэтому если вас назовут веточкой лавра или лаврушкой, обрадуйтесь. Итак, смотрим, что у нас выросло, и будем сажать вот в эти горшочки, пересаживать, потому что, я думаю, любому растению нужно вглубь куда-то пускать корни, наверное. Ну, Боженька, помоги, пожалуйста. Я всегда прошу помощи. Вы знаете, надену очки. Надену. Перестрахуюсь. Ну вот, я готова. Так, земелька тут у меня слегка подсушена. Ну, это и неплохо. Нам удастся разглядеть корневую систему с Божьей помощью. Вот. Ух ты! Ребята, да тут все оказывается вон а как. Много здесь корней. Они достаточно жесткие, переплетены. Вот, посмотрите, но очень хорошо отделяются. Вот, например, 2 полноценных росточка. Вот так вам, наверное, будет лучше видно. И корешки. И пахнет смолистой лаврушкой. Так, срочно дренаж, как обычно. Дренаж. Так, раз, два. Вы знаете, дренаж зимой — это проблема только в магазине, наверное, можно его обнаружить. Вот. Ну, я думаю, что и этого количества будет достаточно. Если что, вот здесь еще можно взять. Так, кстати, в этот кашпот тоже можно посадить. Итак, где моя большая лопата? Вот она. Итак, давайте, чтобы не испытывать растения сухими условиями, вот прямо берем наш росточек, вот именно вот этот росточек, и сажаем в это широкое кашпо. Ничего не обрезаю, все корешки очень хорошие, вот, все очень хороши. И будут развиваться, я надеюсь, очень даже хорошо в новых условиях. Вы знаете, лучшей картины я и не ожидала. Я и не ждала. Я думала, что, ну, может, маленькие какие-то корешки, ну, хотя бы есть.
На самом деле корешки очень-очень даже неплохие. Кстати, смотрите, не надо сильно заглублять шейку нашего растения, чтобы не загнило. Вот. Примерно смотрите, на какой глубине было посажено оно в горшке. Также примерно прикапываем его. Хотя, мне кажется, это растение, оно настолько стойкое. Вот, немножко постучим. Так будет безопаснее, чем просто приминать. Ну вот вам и горшочек. С новосельем тебя, дорогой. Расти, будь здоровым, крепким, сильным. Драться надо, так дерись, как говорила черепаха Тортила Буратино, помните, пела. Будь веселым, звонким, шумным, драться надо, так дерись. Никогда не знай покоя, плачь и смейся не впопад. Я сама была такою 300 лет тому назад. Ой-ой-ой. Вот это дела. Так, ребятки, смотрите. Вот на этой ветке сидят 2 черенка, а корни только у последнего. Что будем с ним делать? Как посоветуете? Ай-яй-яй. Можно, конечно, эти 2 черенка отделить и сказать: ну, ребята, хватит быть нахлебниками, давайте-ка сами развивайте. А можно вот так вот посадить веселой семейкой, но тогда в более широкое кашпо, например, вот в это. Давайте так и сделаем. Не будем их разделять, опять его испытывать, опять полгода ждать, когда у него корешки появятся вот у этих 2 веточек. Хотя они растут горизонтально на одной ветке. Вот, посмотрите. Но только у 3-го есть корни, а то можно было бы вот так чик и обрезать. Не получится. Все, решено. Сажаем в отдельное кашпо. Вот сюда. Так, тут у меня много дренажа. Очень даже много. В таком количестве нам его не надо. Но вы видите, что корневая система такая развитая. Ну, это займет, наверное, весь диаметр горшка. Вот так. Так, многовато. С Богом, дорогой мой. Все, расти. Расти, цвети, приноси радость, пользу людям. Ну вот, корешки, прячьтесь. Так. Я думаю, он будет доволен. Я думаю, он будет доволен. Очень. Все в жизни, друзья мои, происходит не случайно. Нет. Не случайно. Не случайно этот лавр оказался у меня.
Не случайно он оказался в это время. И не случайно я его пересаживаю и даю ему простор для новой жизни. Да. Ну все, посажено, заглубление нормальное. Эта веточка растет сюда, это будет идти вверх, черенок, и 3 вверх. Здесь у нас будет такая пышная, веселая семейка из 3. Ну, как обычно бывает в семье. Вот прямо семейный такой, семейное растение. Ну, и остался еще один черенок, который с длинной веточкой, палочкой. Если он войдет, но, скорее всего, он не войдет с палочкой, поэтому палочку можно просто-напросто обрезать. Она уже не нужна. И место среза можно обработать углем, просто углем. Пусть оно немножечко подсохнет. Вот, а мы пока организуем дренаж. А можно перекисью водорода. Тоже хорошо. И мы сможем узнать, удачной ли была пересадка примерно через недельки 2, например, по тургору листьев. Вот, потому как растение себя чувствует, активно ли оно тянет корнями питательные вещества из этой почвы. Вот у меня получилось 1, 2 и 3 растение. 3 горшочек, веселая семейка. Вот. Друзья мои, если вам было полезно это видео, и вы захотите это целебное растение, кстати, хорошо формируется куст, его можно будет потом обрезать, формировать, он будет такой пышненький, кустистый, а самое главное, вы увидите, как растет ваша лаврушечка, можете отломить листочек и просто его пожевать и поблагодарить растение. Оно с удовольствием с вами поделится, а на новом месте вырастет целая веточка с листочками. Скажет: кушай, дорогой мой, а для кого ж я расту? Вот так. Ваше здоровье. С вами была Диана. Подписывайтесь на канал. Не забудьте поставить пальчик вверх.